Приветствую тебя, генерал! Добро пожаловать на увлекательное и занимательное интервью с героическими участниками Альянса. Сегодня мне необходимо быть на высоте, как никогда, поскольку я встречаюсь ни с кем иным, как с олицетворением правосудия, величественным драконом Люминир и ее верным орденом паладинов. Облака, казалось, расступились, когда Овечкин приблизился к линерийскому лагерю, а небесный луч солнца осветил к нему дорогу. Королевские казармы, колоссальные и величественные, украшенные флагами и небесными символами, создавали впечатление скорее замка, нежели временной постройки. 3 величественных паладина стояли на страже у входа в казарму. Когда Овечкин приблизился, воины преклонили перед ним колено, опираясь на свои мечи, выражая свое почтение и уважение. Немного ошарашенный Овечкин промолвил: «Вы слишком любезны, но не стоит преклонять колени преда...» Не успел Овечкин закончить предложение, как услышал громоподобное эхо движения позади себя. Обернувшись и увидев величественный силуэт, Овечкин понял, что почтение предназначалось вовсе не ему. Он также преклонил колено в благоговении перед возвышающейся формой светящегося дракона. «Поднимитесь, светлые души!» — промолвила Люминир. На что трио паладинов в один голос промолвили: «Да будет свет!» После такой грандиозной встречи слово взял Овечкин. «Я ценю, что вы нашли время для этого интервью. Не часто мне выпадает возможность встретиться с легендарной Люминир, либо же с членами столь выдающегося древнего ордена. Расскажите, с чего все началось?» Немного подумав, Люминир ответила: «В прошлые времена бесстрашный рыцарь по имени Сол украшал королевство своими благородными и праведными делами. Его мужество и честь вдохновили меня взглянуть на людей с другой стороны, взглянуть с новой надеждой. Я подарила ему свое благословение, тем самым ознаменовав рождение нового ордена, служившего просветлению королевства и очищению земли». И тут слово взяли воины. На протяжении тысячелетий наш орден паладинов стремился подражать Солу и доказывать, что мы достойны благословения светоносца, промолвил сэр Ханси. Вся наша жизнь посвящена этой священной миссии. Свет Люминира сияет ярче всего и дарует нам силу, дабы сокрушить любое зло, продолжил мысль сэр Киски. Овечкин продолжал свое интервью. «Люминир, ответь, пожалуйста, ты благословляешь только паладинов?» «Я дарую свои благословения тем, у кого чистое сердце, кто стремится принести справедливость и доброту на эту землю», — ответила Люминир. «Редко кто более достоин этого титула, чем паладин, присягнувший и обученный поддерживать мир и баланс на земле». На что Овечкин ответил: «Понятно. Не пойми меня неправильно, а как же крестовый поход Везнана? Где была ты, Люминир, в тот момент?» На что Люминир ответила: «Я древний и в то же время довольно молодой дракон. Я прожила множество веков и сражалась в бесчисленном количестве битв. Я должна использовать свою энергию разумно, только в самые тяжелые времена и для самых зловещих угроз. Мои рыцари защищают эту землю вместо меня. Это было темное время для нашего ордена», — промолвил сэр Удо. «Мы должны смиренно признать, что стали тщеславными. Гордыня овладела нами, за что и заплатили огромную цену. Теперь мы вернулись на путь истины, вновь направленные светом светоносца. На сей раз мы не дрогнем». Наполненные уверенностью, силой и чувством справедливости, они все излучали непоколебимую решимость. Овечкин завершил свое интервью, полностью удовлетворенный всем, что смог узнать в этот день. «Светись, Овечкин!» — промолвила на прощание Люминир. Вернувшись к себе в палатку,
Овечкин внимательно изучал свои записи, пытаясь понять все величие того, что на стороне Альянса сражается такой древний орден и почитаемое божество. Было ясно, что Люминир и ее рыцари были настоящими маяками надежды, которые так необходимы для победы над тьмой. Говорят, что сила доброты и справедливости всегда в конце концов побеждает. Интересно, а принимают ли они в свои ряды смелых, любознательных и пушистых овечек? Вот таким, друзья, сияющим и светоносным вышло у нас сегодняшнее интервью. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. А на этом пока все. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. Па-па.